Поэтому, да, вот так вот, любви к Украине, да. А теперь получается, что, ну, типа, ты уехал, значит, ты ее не любишь, да, и сколько меня там Ну, это тоже, мне кажется, вот правда привитое состояние, знаешь, что если ты кого-то бросил или ты подвел друга, ты бросил товарища в беде, ты да, бросил товарища в да, беде. Понимаешь, вот, это с детства. Ты ну, бросил товарища в беде. Товарищ может сделать все что угодно, он может быть вообще, знаешь, ну там тебе, но ты не должен бросать товарища в беде. да, в какой бы он беде ни оказался, да, будь рядом и раздели эту беду с ним. Сам погибай, а товарища выручай. Да, все эти поговорки, они встроены, да. Ну вот поэтому и тяжело отрываться от этих программ, тяжело думать о себе и о том, как хочется тебе жить. Ну, по крайней мере, мне сложно. Я с трудом вырываюсь из этих программ, в том числе, потому что я понимаю, что, ну даже вот пример. Я приехала в Америку, я думала, ой, наконец-то там как бы нормально. Мы в Украине тоже в нормальных условиях жили, но опять же, мне там, я же побывала в 2019 году в Америке, и я очень хотела вот этот наш комплекс, где там бассейн на территории комплекса, и ты можешь в любое время, ну это общественный бассейн, это ну, недорого стоит, это как у нас обычный комплекс, обычные дома. Я же как бы вот так вот себе нарисовала картинку, но настолько вот на ну, каком-то эмоциональном, энергетическом уровне я не могла себе этого позволить, что опять же, вот у меня ситуация решила денег, да, на начальном этапе, что мы приехали на Аляску и жили в не самых лучших условиях, потому что он хозяин апартаментов там, где мы жили, да, то есть он в таких условиях жил. А потом мы переехали снимать квартиру у его мамы, где тоже вот как построили, не знаю, в начале прошлого века вот эти апартаменты, вот так, наверное, оно и было. И где мы начали болеть, где не было посудомойки, где не было стиральных машин. То есть мы жили как в картонной коробке. И я тебе жаловалась, да, что у нас мусорка, то есть было ощущение полное, что мы живем на помойке. Потому что очень громко мусорка, и мы болели из-за того, что все как бы в плесени. Я вроде старалась и покрасить, и все, но я же умею все делать. Вот. Все равно я настолько не могла себе позволить жить лучше, потому что мне было так стыдно, что мои друзья погибают на войне. Многие клиенты... Ты чувствовала, что тебя это тормозило, да? Ты это Мне было чувствовала? стыдно жить хорошо. Мне было стыдно. Я же работала в недвижимости. У меня очень много как бы, клиентов потеряли квартиры. Ну, помимо людей, которые потеряли жизни и близких людей. Мне было стыдно жить хорошо. Понимаешь, и я мучилась. У меня ребенок никогда не болел до этого. Она начала болеть. Я постоянно болела. Потому что ну, вот это чувство вины. Я виновата, что не бросила все, не вернулась в Украину и не пошла воевать. Скажи, а ты, ну, вот почувствовала после переезда, точнее, как-то это связано, вот это чувство стыда, что ты его отпустила с переездом или нет? Я просто устала, ты понимаешь? Я уехала из Украины, чтобы научиться, даже не то, что жить счастливо. Я уехала, потому что я устала страдать. Потому что у нас в культуре есть, к сожалению, вот этот вот момент страдания. Да, Я постоянный. устала, Если ты не страдаешь, значит, с тобой что-то не так. заслужить надо, страдать. Я не хочу. Я же видела, что ну, как бы, можно по-другому. Я очень устала страдать. И вот как раз я просто помню этот день, у меня не было машины, я ездила на велике на работу, и еду, это февраль, середина как раз февраля была, все цветет, так красиво, люди идут тебе навстречу, улыбаются, я такая, какой кайф. И я такая, наконец-то я счастлива. И тут 24 февраля, и все летит, все счастье И улетело. опять, ну, тебя затягивает, да? Тягит, ну, потому что ты виновата, что ты не выставляешь посты страдать, ты там то, столько начало Ну, прилетать. хорошо, а вот сейчас, ну скажи мне, ты чувствуешь вот, ну, вот эту вину до сих пор или нет? Ну, она Ну, прошла? в меньшей степени. Вот как раз Она всё вот равно есть. Нельзя сказать, тот что шаг ты, ну, еще как бы есть. есть, Еще да? есть, но шаг, что я позволила себе, своему ребенку жить в нормальных условиях, несмотря ни на что. Потому что, понимаешь, опять же, эти люди в подвалах, твои друзья там в бомбоубежищах, в метро там спят, а ты тут будешь в бассейне разлеживать. Ну, я до сих пор редко хожу, ну, не знаю. Да, вот тоже, правда, скажи, как это можно увязать? Правда, вот у тебя, допустим, ну, пример, вот у меня чисто теоретически возьмем, слава богу, сейчас ничего такого нет. Ну, к примеру, ну, я даже не хочу даже такие примеры, если честно, проводить, знаю, страшные какие-то. Ну, пусть будет, у меня просто нету таких людей, знаешь, чтобы не нагнетать.
Пусть будет у моей соседки, у которой я там чай пила, кофе пила каждый день утром в Киеве, например, сильную ногу оторвала. А я на Фейсбуке еду на велосипеде, у меня миссия спорт, и я говорю, блин, как классно, я сейчас попу подкачаю, вообще огонь будет. То есть я же понимаю, что этот человек на меня подписан. Я же как человек с мозгами могу себе представить, ну, сожаление по поводу, ну, вот этого положения. Да, я понимаю, ты должен понять, что жизнь везде, она не остановится из-за потери конечности или там родного человека и так далее, и так далее, и так далее. Но в данный конкретный момент именно этот человек переживает именно эти ощущения. И когда-то, ну, я рыдала у него в жилетку там на какой-то там вот кухне киевской, выплескивая свои какие-то негативные эмоции, и именно этот человек гладил меня по голове и говорил: успокойся, моя девочка, все будет хорошо. Понимаешь? То есть, а сейчас я говорю себе здесь сидя, знаете что, ну, честно, вы заебали, я устала страдать. Мне уже надоели ваши вот эти смерти, мне уже надоели ваши окопы. Мне, блядь, надоела ваша, извините, нищета, из которой я хотела вырваться. Вы заебали. Я устала, я хочу накачать попу, хочу съесть клубнику, я хочу порадоваться солнышку, я вот там, я не знаю, хочу просто вот побыть как эта козочка, знаешь, на лужайке, в райочке в своем. То есть напрашивается вариант в таких ситуациях один. Либо ты, получается, говоришь себе, что ну, а если у тебя контактов много, то, соответственно, с кем-то обязательно что-то где-то, когда-то, постоянно сейчас происходит. Знаешь, как не одно, так другое. Как не электричество выключили, то кого-то забрали. Как кого-то не забрали, то у кого-то сердечный приступ. То операция, то еще что-то, то еще что-то, то еще что-то. И ты в итоге, я не могу понять, что с этим сделать. То есть, получается, это как бы ты сочувствуешь. Ты же не можешь не сочувствовать. Это, ну, блин, это человеческое какое-то качество. Ну, черта. Я тоже сочувствую, но ты понимаешь, нельзя свою жизнь положить на вот это сочувствие. На алтарь сочувствия, с другой стороны. В начале войны, кто могла, все отправила. Активизировала многочисленных своих друзей здесь. Никто не говорит, что всё. нельзя. Это Понимаешь, сочувствие. тут не так оно работает. Я сейчас только что поняла, вообще замечательную вещь поняла, офигенную вещь поняла. Прикинь, только что. У меня просто прозрение. Оказывается, мы вообще все не так поняли. Это страдание не уйдет. То есть это сочувствие, знаешь, если его искоренить и полностью оставить, знаешь, вот забыть всех тех, кто тебе по голове когда-то погладил, знаешь, и прижал к себе. Просто сказать: вы, знаешь, ну, извините, у каждого своя жизнь. Так не будет работать. Не будет, до конца не будет. Мы в трагедии. Мы просто в трагедии. Это называется трагедия война. Боже, все как просто. Мы просто в трагедии. Да, но, понимаешь, можно что-то превратить в трагикомедию. Почему? Я же тоже долгое время не проявлялась в соцсетях, потому что тоже не хотела никого триггерить, обижать, расстраивать. Понимаешь? А тут я уже, когда рассыпалась на мелкие части, поняла, если я не буду этого делать, то я рассыплюсь окончательно. Да, я пишу книги на русском. Я перевожу их на украинский язык из любви, из уважения, понимаешь? Потому что, чтобы те люди, которых я не хочу триггерить, я трачу свое время, а это все равно нахрен никому не надо. Они все равно ни на русском, ни на украинском, ни на английском не буду читать, потому что я уехала. Тебя не посмотрят. Я уехала, и нахрен уже там никому не нужна, понимаешь? Да. И я все равно их буду раздражать, потому что я сделала свой выбор, они нет. Но почему я создала вот этот подкаст «Творческий рехаб»? Это же прежде всего тоже для меня. Я хочу, мне не хватает общения на творческие темы. Я хочу вытеснять творчеством все вот эти страдания. И когда моя жизнь наполняется вот этими активностями в виде общения, вязания, вот, сейчас покажу. Сумочка, понимаешь? Даже хвостик есть. Она мягенькая. Да. Я для себя, я свой сделала выбор. Я хочу заполнить творчеством жизнь настолько, чтобы мне некогда было думать о плохом, сочувствовать. Понятное дело, что иногда, то есть я очень люблю поплакать, не то, что там люблю, да, то есть я очень быстро могу заплакать, и любая новость, воспоминания, ощущения, я вот этот вот, знаешь, как бы баланс между слезами и смехом, да, он у меня есть. Может, почему я много там смеюсь и улыбаюсь, потому что я дофига плачу. Я такая: почему ты такая позитивная? Да блин, я наплакала свой смех, понимаешь? Я могу себе позволить смеяться, хохотать, потому что я в 5 утра просыпаюсь, особенно первый год войны, я со всеми связывалась, потому что какая разница во времени, и я хочу поддерживать, я хочу сочувствовать.
закончила как тренер творческих состояний. Я и тебе тогда написала. Я готова бесплатно была сессии проводить всем, кому. Я и в 4 утра была, просыпалась бы, чтобы поддерживать. Чем могу? Деньги, когда уже закончились, любые все знакомых. Я могу только поддержать состоянием. И ты думаешь, некоторые нахуй меня послали, извините за французский. Потому что какое творческое состояние, мы тут умираем. Так я хочу, чтобы ты не умерла, я хочу, чтобы ты выжила, пережила, и потом как бы еще много всего хорошего сделала. Да, люди в разных обстоятельствах оказались, но это тоже череда их выборов, да, то есть, да, и в конце концов, знаешь, вот тоже важно, если тебе вообще хоть кто-нибудь, предлагает помощь, поверь, это очень редкие люди. Вот у меня не было такого, знаешь, чтобы мне прям в моих сложных каких-то, на самом деле, ситуациях очень немногие люди предложили. Просто, вот знаешь, из ниоткуда вот когда появилась, это как чудо какое-то было. Это было полное, знаешь, загнивание, апатия и какое-то, даже не загнивание, это было горе. Я была в горе. Ты меня начала шевелить как-то, знаешь, предлагать посмотреть вообще, знаешь, прийти в себя, что называется. Это помимо вообще помощи, грубо говоря, вот по состоянию, я говорю. И это очень... Я помню, извини, да, я просто... вот эта вот фраза, не знаю, помню, что ее или нет, которая описывала тебя в тот момент, я прям, когда ты ее произнесла, я ужаснулась, думаю, боже, как тяжело, как непросто тебе, как с этим справиться, я не знаю, я так хотела как-то тебя выдернуть хоть чем-то, я не знаю, поэтому, могла иначе. Я тебя люблю. Я просто, знаешь, удивилась, честно говоря, потому что не считала, что мое положение вот худшее в тот момент. Знаешь, оно объективно не было худшим. Где это объективности, где эта шкала? Знаешь, по физическим критериям, знаешь. Это письками мерится, понимаешь? Кто не умеет ей пользоваться, неважно, большая, маленькая. Если человек не умеет ей пользоваться, она ему не поможет. И ей, понимаешь? То же самое, чуть хуже, относительно чего хуже. То есть то, что тебе на голову не летит бомба, а кому-то летит, у него хуже. Вот это триггер, да, сейчас для украинцев, все не так однозначно. Тут не все так относительно, действительно. Вернее, все наоборот относительно, елки-палки. Я уже сама запуталась, потому что я... Да непонятно, вот это и дело, что все такое какое-то непонятное. Если исходить из выборов людей, то как бы так им всем и надо. Знаешь, вот так вот если рассудить. Вот почему я не хожу к психологам? Почему я не хожу к психологам? Потому что я не хочу ковыряться, понимаешь? Я вот недавно тоже был запрос к моему тренеру творческих состояний, я такая, надо вот как бы разобраться с обидами, да, вот со страхами, потому что я чувствую вины. Вот это у меня 3, у меня тут лишний вес, и он не уходит совершенно. Даже когда на велике ездила на работу, то есть сколько я там, 1,5 часа в день ездила на велике, потом еще там 7-8 часов на ногах, и я не худела, там чуть-чуть может быть. Ты видела Холоденко, психолога? Я могу судить о себе. Чувство вины, как бы со страхами вроде поборолись, и обиды, да, вот это то, что, знаешь, вот этот черный списочек, в который ты вносишь людей, на которых обиделся, это же не их вина, да, это мой список, да, я обижаюсь, и свои, да. накапливаю это все, и я вот думаю, обращусь к ней за этим. И вот это 2 дня думала об этом запросе, думала, потом нет, ни хрена, не буду я в это идти. Я просто как бы пару раз сходила уже, как говорится, налево. Да. Я после этих сеансов, я была разобрана, я рыдала целую неделю, понимаешь? Я говорю, нахрен мне такая помощь. Я знаю все проблемы как бы там своей семьи и так далее. Я уже их столько, извините, за свои там копейками лет. Да, а потом тебе помогло в итоге или нет? Вот что именно? Я пошла все равно через творчество, через активное выражение того, чего я хочу. Те моменты, когда ты вот пошла к психологу, потом он тебе там что-то расковырял, ты рыдала. Нет, не помогло. И ты понимаешь, я рассыпалась опять. То есть опять самоценность, как бы все рассыпалось. То, что я создавала, но я быстро собралась, потому что я уже умею, да, немножечко собираться. Но я поняла, что нет, мне такие методы нахрен не нужны. Не хочу, не буду. Я не хочу себя разбирать. То есть я лучше буду создавать, что я хочу, вовлекаться в это состояние, и мой мозг будет как бы выстраивать путь не на основе моего опыта,
Потому что вот когда поднимаешь вот этот опыт предыдущий, у тебя же мозг начинает формировать шаги. Да, На дальше основании по того опыта. вот как у тебя это было, да. И опять же получается то же самое, понимаешь, тех же мужчин, ну сейчас уже мужчин давно как бы достаточно долго нет отношений, но вот как бы в прошлой жизни, да, еще, когда я еще не ушла из большого секса, да, у меня мужчины разные, ситуация одинаковая. Понимаешь, заканчиваются отношения одинаково, да, то есть у меня все сидят на шее, я работаю, а мужчина не очень, да, вот, ну как-то так вот, хотя когда мы встречались, все было нормально. Ну это я утрирую, я к тому, что ситуация повторялась, и это ж не мужчины плохие, замечательные, прекрасные мужчины, да, вот, но я настолько вот себя загоняла, да, и я не хочу, как бы вот с точки зрения прорабатывать, я знаю причины, у меня до сих пор вот эти блоки и вот это наше советское прошлое, да, не позволяет мечтать до конца. То есть я учусь, я уже очень много себе в своей жизни намечтала, я буду мечтать еще больше, еще с большими усилиями. И я создам то, что я хочу. Я буду жить так, как я хочу. И я знаю, что это возможно. Если мне в Хрущевке всегда было тесно, я не могла понять, как мы на этих 54 квадратных метрах вчетвером живем. А люди живут там и в десятером, и до сих пор. Я не знаю. Я не хочу. Кому-то нормально, ради Бога. Но я хочу по-другому. Я делаю. Ну, то есть, получается, рецепт, в общем-то, прост по ощущениям, по желаниям, по внутреннему настроению. Вот то, что хочется, то и нужно сюда идти, да. Правильно? Надо как бы придумывать состояние, в котором ты хочешь себя чувствовать, представлять его, каждый день представлять. И когда он уже станет привычным, мозг сразу придумает, как это состояние. Это что же как наркотик, зависимость. А знаешь, да, есть же такой момент, когда говорят, вот, допустим, если человек теряет все, ну, допустим, там потеряет всю какую-то, представь себе, человек из хрущевки, человек из коттеджа и человек из дворца. Вот они втроем потеряют все, то каждый потом вернется ровно до своего же уровня быстро. Да, тот, кто из дворца, он вернет свой дворец, потому что он знает, что он у него должен быть, он у него есть. Потому что он никогда не жил в хрущевке, он не будет все мечтать хрущевку. Он не будет, да, он не будет о ней мечтать, ему не будет хватать ее просто, ну, как бы не будет достаточно. Тот, кто в хрущевке, он быстро найдет себе хрущевку, тот, кто в коттедже, ну, тоже найдет себе этот же коттедж, по сути. Опять же, это без осуждения, это просто мышление, да, вот, то есть рамки мышления у каждого свои. Тоже, знаешь, как про женщины. Вот есть женщина, которая считает себя красивой, есть, которая нет. Это два разных состояния, согласись. Согласна. Я смотрю на свои фотографии в подростковом возрасте, я считала себя самой уродливой девочкой на свете. Я такая, сейчас у меня в смысле? Да. Я, как бы объективно, да, то есть такая прекрасная. Я думаю, а что, как бы поклонники были, да, такое количество раз, сколько меня замуж звали, я не знаю, как бы, оно мне не надо было, так и не вышло, но я была красивая барышня. Но настолько во мне сидело чувство несовершенства, нет, комплекс неполноценности, жалкая, ничтожная личность. Почему, когда ты сказала, я себя также чувствовала большую часть своей жизни. Жалкая, ничтожная личность. Это, наверное, вы знаешь, как бы тот критерий, который нам, опять же, встраивали, что вот когда ты так себя чувствуешь, нормально, ты потерпишь и то, и другое, и третье. В общем, я так поняла, что если вот расковыривать вот эти все старье-белье, знаешь, советское прошлое, мы будем его, получается, перетягивать и исходить из этого в будущее, правильно? То есть нужно сейчас от него избавиться, представить себе уже, вот, кстати, у меня получилось тогда, вот, когда ты мне дала этот инструмент, это было очень-очень круто. Я, тогда, конечно же, не сильно поверила в то, что это все будет, но сейчас это ровно так, как вот я себе запланировала. По итогу, по моему бытию, скажем так. Отлично. Я имею то, что я хотела. Потом, правда, желания изменились, но это уже другое, знаешь. Так это ж нормально в процессе, мы же девочки. Да. Но вот то, что вот тогда было заявлено, знаешь, то вот это вот уже есть все.
Считаешь, Нам всегда себе? хочется большего, это и двигает нас. Мы Да, не соглашаемся на то, что у нас да, есть, да, потому что да, всегда да, да, это ж да. азарт. Но я хотела, знаешь, к чему подытожить? Ну, свой итог подвести, вот, потому что я поняла, ну, для себя сейчас. Видишь, получается, вот эти вот люди, которые триггерят прошлое травмы, что с ними делать? Ты про Вернуться. свою жизнь, что делать с людьми, Я которые... говорю, нет, я говорю не про свою жизнь, я говорю про, допустим, там, про подругу, которая скажет мне, например, что ой, ты знаешь, мне так неприятно, что ты счастлива. Ну вот, знаешь, вдруг, я не буду ожидать. Ну, Вот у меня просто же тоже есть фраза такие. прилетит, знаешь, просто прилетит, потому что она будет несчастна, да, я буду счастлива, она мне скажет, ты знаешь, ну так неприятно на это смотреть, как ты можешь. Что делать с вот этим? Что делать, например, ну, вот с какими-то такими триггерами, знаешь, то есть вот как к этому относиться? Ну, знаешь, опять же, у меня нет однозначного ни совета, ни ответа. Что я делаю? Я Почему учусь... ты такой активно, ты же реагируешь как-то на такое, вот знаешь, Это да. есть... Блин, потому что я до конца вот не знаю, как перевести это acknowledgement and validation, то есть принять, ну не простить, то есть принять ситуацию и сказать, что ну как бы это понятно, то есть я ну, как бы не я понимаю, не я тебя понимаю, да, ну как бы твоя ситуация объяснима, как бы я тебя зачувствую, как бы все, то есть вот так вот это отношение я в себе вырабатываю, не реагировать. Я не про посторонних, ты понимаешь, людей, это Я именно вот понимаю, я каких-то понимаю, близких вот таких вот, я когда они понимаю. всплывают, и учитывая там какую-то ситуацию, происходит вот Я такое. сочувствую, как бы принимаю, и это понятно, что ты себя чувствуешь именно так. Я учусь, потому что раньше я просто, знаешь, как бы мне легче заблокировать, я, в принципе, как бы до сих пор так делаю, заблокировать. Слушай, я никого не заблокировала за это время. Ну вот у меня даже вот ситуация в Запорожье, ну, понятно, музыкальная тусовка была, и написал там один музыкант, с которым мы тесно общались какое-то время. И он такой, о, как бы я по программе еду в Америку. Ну, там тоже как бы своя ситуация, как он это получил. То есть, ну, человек, видно, заслужил, знаешь, вот такую как бы условную халяву, да, то есть как бы открылся ему мир. Он на момент полномасштабного вторжения, как говорится, был не в Украине, он, по-моему, ну, неважно, то есть в Европе где-то был. Вот, и получилось приехать. И он такой, как бы, типа, ну, как бы, я не знаю, но никого здесь нет, там, типа, куда ехать. Я такая, ну, приезжай в Калифорнию, там, тут куча, ну, реально была куча работы, сейчас меньше. Да. И, как бы, договорилась там за жилье, со скидкой, чтобы он там помогал, ну, рукастый, типа, я думала. Вот. И, понимаешь, человек приехал, воспользовался, ну, слава богу, только помощью. И потом резко и потом начал там типа, я такая, как бы, ну поехали туда, там поехали, как бы там, давай прогуляемся, ну, я уже купил, я там то, это, а он же получается, ну как бы, ну рядом в этом же доме. И человек так вот самоустранился, а я же такая, знаешь, как бы думала, то есть я не собиралась за него замуж, там, как бы, или использовать его там как мужчину. Да, Тогда да. я Ну просто, просто ну, вот когда он выпадает, как будто ты я такая отработала думала, его, наконец-то да? кто-то будет, во-первых, ну, как бы земляк, во-вторых, что-то ну, Нет. родное, понятно. Даже вот, знаешь, по-мужски там что-то прибить, он 3 вещи, которые он прибил в доме, все, сикость-накость, после себя не убрал. Я же его рекомендовала тоже людям, да, чтобы он что-то им по дому делал. И они мне потом жаловались. Я ему это говорю, он такой, ты показался просто ленивый человек, который пособие получает, фактически, ну, как бы там работает через раз, понимаешь, и как? Я такая, Потом договорились там бесплатно пополам интернетом пользоваться. К нему еще какой, ну, там куча людей приехала, ну, как бы, друзей. И они все пользуются, а я говорю, давай разделять, как бы, они же работают, я мать-одиночка, извините. Давайте делить не пополам, а на 4 человека. Ну ты же из трафик выбираешь. Понимаешь? И считает, он пришел. Я такая, в смысле? Почему я должна за всех платить? Это вопрос там не в 20-30 долларах. Я их заработаю, мне не жалко и бесплатно. Ну, просто вот отношения, потому что если бы он не поступил так по-скотски, потому что я-то думала, как бы, ну, Вот видишь, вот это все равно какое-то подсознательно, это ну, даже не ожидание, но вот правда мы ждем чего-то как вот вроде как вот своего, да, своих каких-то. даже не ожидания, я просто не понимаю, ну, как бы,
Меня Договорились. Ты же не ждешь ничего, но оно всплывает какое-то Для такое, меня это нормально. То есть если люди-земляки, как бы пообщаться, то есть поддержать друг друга. Не надо мне там каждый день кланяться, ноги целовать и так далее. Просто не относись ко мне вот так вот. Типа, слегка знаешь, узнать хотя когда бы. ты мне нужна была, мы как бы там подружили чуть-чуть, а теперь типа я самостоятельный мальчик. Типа. Это вот так. Поэтому, знаешь, у меня уже был период, я как бы никому не верить, не доверять. Я вообще, я рассыпалась полностью. Я вот буквально недавно опять себе заново собрала, потому что недоверие глобальному миру, оно Это тоже, настолько прям да. возросло. Я вообще думаю, боже, Вот я сейчас себя так чувствую, видишь, я пытаюсь задать какие-то вопросы, я не могу понять, знаешь, как из этого, как из я этого? чувствую, да, я чувствую боль, знаешь, вот еще она не переварилась, и вроде бы как голова, она вот даже не понимает, какой вопрос поэтому задать, потому что, ну, это все бесполезно, мы все понимаем, видишь, мы говорим как будто бы на одном языке, все понятно, двойственность люди, мы знаем природу, мы как-то вот все вот так вот так. Но все равно, знаешь, вот если тебя ударили, то тебе больно. Ну, опять же, понимаешь, вот этот анализ, бесконечное перекатывание из пустого в Тоже не порожнее, имеет да, смысла, правда? обсуждение, там, Да. как бы, раскладывать вот эту боль по полочкам, там, анализировать, откуда оно пришло, оно. Вот это вот, понимаешь, мне кажется, что не помогает. Не помогает, да. Я Почему? абсолютно. Вот я, как бы важно состояние. Помнишь, как мы шли там, как бы там по пирамиде делался, что типа, где ты сейчас находишься, свое состояние, кем ты себя чувствуешь, куда ты Да, хочешь да, прийти. То же да. самое, мне кажется, да, вот у меня как-то болел зуб очень сильно, ну, в Украине постоянно мне болели зубы, потому что стоматология наша, да, прекрасная. И ты понимаешь, опять же, когда вот не было таблеток, и опять же, мама там йогой занималась, ну, короче, всякими этими, и я вспомнила, там лежишь, и надо типа ощутить, там, срастись с этой болью, там, проникнуть, ну, короче, и ты знаешь, это немножко помогало, да, то есть когда ты вот в эту боль погрузился, вот в это состояние, Мгм. и потом представил себя, как будто у тебя уже не болит, каким-то волшебным образом оно как бы отпускало. Вот. И мне кажется, что, может быть, самое важное, что ты призналась в себе, призналась себе, что у тебя болит. Видишь, сегодня много проговорили о том, почему это болит, погрузились в эту боль. То есть вот, знаешь, как бы вот даже вот закрой глаза, вот, почувствуй, насколько болит, да, как бы прям Уже не болит, вот что самое все равно интересное. Вот знаешь, все равно, и наверное, какой-то вот этот вот понять, что это бессмысленно, вот это вот все, ну, бесполезно помогает ощутить, понимаешь, ощутить пережевывание, да, бесполезно. бесполезно. Важны ощущения и состояния. Только они двигают куда-то или вперед, или назад, или куда угодно. Я это для себя четко уже как бы осознала, потому что состояние свое загнать как в минус, так в плюс, это вообще очень, ну опять же, если ты практикуешься, да, тогда это очень легко. Я вообще переключаюсь очень быстро, потому что иначе я не смогу Вот жить. состояние переключаешь в творчество и все, и как бы отпускаешь то, что там тебе прилетело. Ну, Да, как да, да, то есть как бы констатировала факт, поняла, что быстрый прилетело, метаболизм. а Быстрый метаболизм, ну да, потому что иначе ребенок останется без мамы. Как конечно. я могу это допустить? Я не могу сейчас загнать себя, знаешь, лечь на диван в Да, депрессии там, и плакать. Мне надо собираться. Я встала да. пораньше, проплакалась, почистила зубы, и все. И как бы день я встречаю с улыбкой. По-другому тогда, смысл тогда? Смысл тогда строить лучшую жизнь, если ты постоянно в этом варишься. Я уже Да, наварилась ты за эти постоянно годы. возвращаешься, реагируешь на все то, Ну, что то есть это было. будет бесконечно. В любом случае война касается каждого на планете. Потому что сейчас ты видишь, сколько войн во Да, всех странах, с очень разных много. сторон, и нет человека практически ни одного, кого бы это ни коснулось. Если все начнут фокусироваться только на этом, На страдании, то, в общем-то, ну, мир ну, уже ну, видно, вот эти все сейчас потопы, взрывы и все остальное, может, эта вся энергия вот этих страданий, оно так и выходит на планете, я не знаю. Я не сильно погружена в эти все энергетические процессы, но такое впечатление, что да, что люди настолько много сейчас страдают, что ну, пипец по всей земле. мне Ну, кажется, они всегда так страдали. Ну, не было у нас нет, каких-то не времен, когда скажи, понимаешь, было затишье. страдали всегда, но сейчас, благодаря интернету, это же А, как, знаешь, да, страдания усиливается, уходят быстрее, как точно. увеличительное стекло. Я Можно вспомнила воспоминание одно.
и свое ощущение. Может, возможно, ты вспомнишь это тоже. Помнишь, еще при Советском Союзе мы жили, как бы, у нас не было страданий, ну, то есть были ограничения, но страданий, согласись, прям трагических не было. И была очень сильно развита эмпатия друг к другу. Это тоже правда. То есть мы, вот это вот «сам погибай, товарищи, выручай», да, это же не зря. Ну, мы жили в этом, я любила то состояние. Вот я хотела бы напомнить один факт и эпизод, вот очень интересный. Помнишь, в Армении было землетрясение? Да. И это было такое потрясение для всех. Для всех. Я не знаю, как вы, но мы собрали все вещи, которые у нас там были, все перебрали, и все мы отправляли посылками туда. То есть это было такое вот, ну, какая-то вот прям беда какого-то масштаба, знаешь, ну, то есть оно так нас задело, знаешь, ну, за живое просто, вот буквально. Вспомни. Не, я помню, просто его озвучили. Ты же понимаешь, сколько было всяких бед. Конечно, да, конечно. Я думаю, что это тоже стратегически от чего-то отвлекали, как обычно. Но я помню, страдали все, да, потому что во всех новостях это все. Да. А теперь вот мне очень хотелось бы обратить внимание на то, что сейчас очень много мы видим страданий вокруг, которые не то чтобы равносильны землетрясению в Азербайджане, в Армении, простите, в Армении. Они, ну, по накалу в разы больше. Народ уже быстрее попускается от этих новостей. И попускается вот это вот, знаешь, не вовлечение, знаешь, как будто бы отупление, когда тебе все время это привыкание к страданиям. То есть не это ли цель? Рассказать, как все плохо, ты ничего не можешь сделать. Тренируют наши мозги, чтобы мы уже перестали вот так вот эмпатировать. И это получается. Вот это меня тоже, ну, очень напрягает. Я не хочу терять себя в этом. Ну, так не теряй. Значит, надо искать этот баланс. Даже когда в Израиле вот это случилось, да, вот как Палестина, Израиль, то есть неважно, мы сейчас говорим, какую сторону мы занимаем, это вообще сейчас абсолютно мы не об этом, да, говорим. Мы говорим, в принципе, что не так долго, то есть тоже протестов было с одной и со второй стороны. Но, опять же, вот на примере Украины, да, про Украину там первый год вообще, то есть во всех... Да, она вообще рассказала. А сейчас люди уже устали. Им вкидывают, ага, вот такая, и они уже не так реагируют. Мне кажется, что, вот знаешь, может нехорошо так говорить, но мне кажется, что иногда, что если где-то сейчас взорвется атомная бомба, все такие, ок, я жив. То есть вот мне кажется, что настолько уже натренировали, чтобы боли вот это не чувствовали, вот этой массовой, чтобы страданий было меньше. Я не знаю. Но вот да, что-то такое происходит, знаешь, и в этом... Как крыс или собак там током бьют, да, вот эксперимент какой-то. Да, когда у тебя уже или притупятся, или ты умрешь, или притупятся какие-то ощущения. Вот такое впечатление, что какой-то эксперимент. Вот, знаешь, у меня тоже такое ощущение. Ну вот для меня, знаешь, как, ну, что меня мучает вообще, что, ну, вот конкретно. Вот эта потеря человечности, знаешь, вот мы, вот эта толерантность к какому-то всему, знаешь, вот толерантность к всему. Знаешь, с одной стороны, вот эта схема, которая, ну, совковая, она, конечно же, ну, личность, она так, ну, сильно сплющивала, скажем так. Вот. Но, с другой стороны, предложенный вариант «давайте не думать ни о чем», оно тоже мне не, ну, как-то странно и нелогично. Знаешь почему? Потому что все равно есть люди, которые влияют на жизнь меня и моих детей посредством даже, вот давай забудем даже про войну, посредством просто перепроизводства, посредством выхлопных газов, посредством этих бесконечных полетов туда-сюда, в какие-то путешествия, знаешь, которых никто потом не вспомнит даже в каком-то пьяном угаре или в грибном трипе. Но озоновые дыры уже никто не залатает. Вот понимаешь, в чем дело? Общество, в котором, ну, как бы ты, главное, потребляй, ты вот, ну, будь спокоен, главное, потребляй, будь уравновешен, там, не знаю, дыши, занимайся йогой, сейчас поболит, перестанет, сейчас все будет хорошо. Понимаешь, о чем я тебе говорю? Это, опять же, это дуально. Да, но нет. Но я ж не совсем об этом говорю. Нет, да, вот это всегда да, нет, это сводит с ума. Я не говорю о том, что наш просто потреблять, заниматься йогой, жить за то, чтобы что-то создавать, чтобы... Вот, какие-то глубинные изменения все равно производить, хотя бы запускать, правильно? Хоть что-то, понимаешь? Потому что просто как бы жить для себя, ну это классно, да,
Но если ты еще помимо этого что-то создаешь, что кого-то порадует, там кто-то условно купит сумочку этого зайчика, там ребеночек какой-то порадуется, это уже плюс хорошая эмоция. То есть помимо того, чтобы потреблять, что-то надо все равно создавать. Вот в этом баланс, в этом гармония. Когда ты что-то создаешь не только для себя, а для окружающих, да, чтобы и вот как раз без ожидания чего-то. Ты вот такой, знаешь, как мультик был «Твори добро и кидай его в воду», помнишь? Вообще не задумываясь о том, кто тебе скажет спасибо, не спасибо. Просто когда ты создаешь в себе столько счастья, чтобы у тебя хватало делиться им, это прекрасно. Условным потреблением, комфортной жизнью я создаю в себе столько хорошего состояния, чтобы у меня хватало чем поделиться. Если я буду постоянно в негативе, у меня будет только негатив, чтобы делиться. Да. Вот это, наверное, самое важное, что может быть, создать состояние, в котором захочется быть еще кому-то, чтобы выйти из своего ужасного состояния. Потому что людей, забрать ты никого не можешь забрать, знаешь, вот бывает. А бывают случаи, когда это просто даже невозможно. То есть ты можешь просто наблюдать, знаешь, где-то со стороны. А вот состояние создать, да, это правда. Потому что только состояние двигает или вперед, или назад, понимаешь? Да. Для меня это так работает. Даже в самом каком-то ужасном месте и в самом какой-то ужасной ситуации, важно очень состояние. Да? Почему юмор спасает? Почему улыбка спасает? Да. Ты переключаешь фокус, и уже твоя реакция сквозь смех, она немножечко другая на это все. Почему вот опять же вот в первые месяцы войны там, и стендап, и все. Ты помнишь, сколько юмора было? Переживать через смех было легче. То есть вот эти все мемы, все, то есть как бы прям все начали, бомбоубежище везде. И это людей спасало. Люди смеются, и им легче переживать. Вот как бы яркий пример того, что люди что-то создают, помимо донатов на ЗСУ, на оружие и так далее, они создают что-то для состояния, чтобы люди переживали и возникало желание жить. Или принять реальность. Принять реальность и накапливать силы, чтобы ее менять. Но не менять, создавать свою, я имею в виду. Под словом «менять», мне кажется, важно, чтобы человек понимал, что все крутит, его мир крутится вокруг него, да, то есть что он создаст вокруг себя, то и будет. Тех людей, которые привлечет, да, опять же, выбор, да, родители, твой и так далее. Кого-то отдали там в ту школу, но опять же, ребенок же может, если у него есть свое мнение, сказать, что мне там не нравится. Понимаешь? Да, конечно. Есть такой момент. Хорошо, ладно. А какой выбор, например, можно сказать, есть у человека, который ранен, находится без сознания? Мне сложно судить. Он зависит от выборов других людей. Это какой-то медик, наверное, какой-то хирург, какие-то люди вокруг, которые могут его вынести откуда-то, знаешь, там доставить, не доставить. Это зависит от каких-то других факторов, да, то есть он уже добрался до состояния, в котором ему либо окажет помощь, либо не окажет. Сделал какие-то выборы, которые привели к этому. Он сделал выборы. В какие-то моменты надо только подождать, понимаешь? Он не чувствует ничего, ему уже все равно, он уже там лежит и как он тогда может делать какой-то выбор, если он уже не без сознания? Он уже пришел, он уже свой выбор сделал, знаешь, а вот вокруг люди, вот они какие выборы сделают? Они пойдут туда достать его или нет? Например, к примеру, я медик, у меня медицинское образование, я хирург. Опять же, я не часто была возле умирающих людей, но, знаешь, чувствуется от человека, я вот чувствовала, когда бабушка уже сдалась, когда как бы дедушка уже не хотел, да, бороться, это как-то чувствуется. И мне кажется, я же говорю, что я не специалист в этом. Если человек ранен, и он хочет жить и верит в то, что его спасут, это, знаешь, как... Притягивает к нему, да? Да, как энергетика, как... это ужасно, конечно, сравнивать, когда ты идешь, да, навстречу там собаке, да, они чувствуют, как боишься. То же самое, мне кажется, что вот эти медики, если он чувствует, что он хочет жить, чудо, что меня спасли, да, вот это вот как бы чудо веры внутри самого человека, она и привлекает, наверное, правильных людей, чтобы он был спасен. Да, некоторые говорят, добейте меня, а некоторые говорят, спасите. Да, то есть это тоже разные люди. Да. Оказывается, в подобных ситуациях, понятно, что каждый уникальный, но один говорит, добейте, не берите меня. И опять же, некоторые оставят на поле боя умирать, а кто-то дотащит. Да. Это знаешь, взаимодействие между людьми, да, нужно и правда взаимодействовать больше немножко с собой.
видимо, так и будет. Хорошо, спасибо тебе большое. Сегодня, конечно, такой, может, и не веселый разговор, но, наверное, очень важный.